Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить вот такую модель интересную. Нашла на просторах интернета из какого-то журнала, мне кажется, немецкого журнала, может быть, Верена, Сабрина, вот точно не знаю. Короче, была вот такая картиночка, и к ней было описание. Вот такой, посмотрите внимательно. Вот такой утонченный, элегантный стиль. Девушка прямо леди-леди, согласитесь. Шляпочка здесь прямо в тему, да. Подобрала я пряжу. Схему мы сегодня с вами изучим. Этой красивой ажурной каймы. Как видите, у нас кайма идет только по низу изделия, по рукавчику, по спинке, по переду, да. И основная часть изделия выполнена лицевой гладью. Поэтому сейчас мы с вами начнем наш мастер-класс с того, что я покажу вам пряжу, которую я выбрала. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера красивого с каймой я выбрала пряжу Alize Superlatte Classic. Это 25% шерсти, 75% акрила состав. 100 грамм 280 метров, турецкая пряжа, цвет 144. Очень хорошего качества, хорошей скрутки, средней толщины. Вот показываю вам, как выглядит эта ниточка. Вязать из нее удобно, очень она приятная. Не путается, не скатывается особо. Смотрите, 3,5 у меня спицы. И вот так выглядит наша ажурная кайма, которую мы будем сегодня с вами в мастер-классе вязать. 46 рядов она в высоту, и далее у нас вяжется исключительно лицевая гладь. И по рукаву то же самое, что по спинке, по переду. То есть очень элегантно из-за этого смотрится модель, не перегружена узором, да, очень эстетично смотрится, мне нравится. И сама по себе кайма несложно вяжется, девочки, честно вам скажу. Бывали узоры и потруднее. Так. Ну а сейчас давайте рассмотрим с вами схему этой каймы. И я вам покажу выкройку. Мы свяжем с вами образец узора, как всегда. И полное описание на несколько размеров. И расчетная часть моя, которая будет вам очень понятна. Потому что я очень доступно объясняю. Схема ажурной каймы выглядит вот таким образом. Я выделила раппорт узора. Он составляет у нас 16 петель в ширину и 46 рядов в высоту. Вязаться будет узор таким образом, что у нас будут начинаться с 8 петель, как по схеме, да? Затем вяжется нужное количество раппортов и завершается все это 9 петельками также по схеме. То есть мы с вами один из раппортов делим условно пополам, да, и вот так начинаем вязание с половиночки раппорта, да, и заканчиваем второй половиночкой раппорта. Это задумка автора, и это действительно правильно, это для симметрии и для красоты узора. Про условные обозначения давайте я вам кратко расскажу. Посмотрите, вот такая подковка, это накид. Пустая клеточка белая – это лицевая петля, а горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Стрелочка вниз – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот такой вот галочка вверх с циферкой 2 наверху – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Стрелочка вверх – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот и все условные обозначения. Сейчас я вам показываю выкройку. Девочки, выкройку я подобрала. На мой взгляд, я хочу, чтобы эта модель выглядела в таком классическом варианте. Вот, поэтому выкройка у меня будет прямая, с проймой
окатом, как все как положено, на кайму. Вот видите, я по рукаву оставила 19 сантиметров, я измерила при нашей плотности, да, одновременно также 19 сантиметров это будет у переда и спинки кайма. Далее переходим на лицевую гладь, да. Вот, ну что, ставьте здесь свои мерки, собственно, и кому нравится такой вариант классический, то вы остаетесь со мной. Будут у нас в сегодняшнем мастер-классе подробно свяжем узор. Затем я вам расскажу, как определить плотность и как сделать индивидуальный расчет для вашего размера. Да? То есть у нас будет с вами полноценный мастер-класс, после которого вы сядете без проблем свяжете. Потому что я вам там расскажу, и сколько петелек у нас будет на пройму приходиться, и на плечики, как рассчитать вырез горловины попетельно, да? Как скос рукава посчитать. То есть, девочки, все это будет там. Мы будем в конце видео, после того, как свяжем образец, будем все это с вами обсуждать. И я буду вам наглядно показывать, прямо рассчитывать перед вашими глазами. Так, но хотела бы вам оговориться, прежде чем показать свое описание, которое я всегда использую. Да, я сейчас вам покажу, как выглядело описание родное из журнала. Вот это модель 35. И вот так выглядело описание. Я вам сейчас приближаю его. Смотрите, вот такая была выкройка. Это я вот из-за выкройки вам хочу показать. Очень прикольно. Вот выкройка, посмотрите. Вот такая она у нас, видите, в виде трапеции, да. То есть я классику использую, она в виде трапеции у нас. Здесь другая плотность, соответственно, другая пряжа, другие спицы, поэтому все другое. И, естественно, цифры здесь попетельные, полностью другое описание. Рукав тоже вот такой вот очень сложной формы, на мой взгляд. Я считаю, что это вообще не нужно. Смотрите, по низу рукава 15 сантиметров идет. У меня на выкройке стоит 14 сантиметров, то есть поуже. Я считаю, что такая расклешенка, чрезмерно, наверное, да. Вот. И вот такой вот сложные вот эти вот изгибы я тоже, в принципе, не сторонница таких сложностей. Если вам кому-то интересно, вяжите вот по этому описанию. Но здесь все равно вам делать все попетельно, пересчет, потому что подобрать пряжу такую, какая здесь требуется, спицы 4,5, так что нет и нет. Так, и у меня будет свое описание, наше описание, которое мы вместе с вами будем сегодня в процессе мастер-класса попетельно считать. Ой, это я сильно приблизила, давайте уменьшим. Вот смотрите, значит, у меня будут использоваться размер 42, 44, 50, 52. Это при идеальном раскладе узора. То есть идеально вписывается узор, 16 петель раппорт, как вы помните, и, в общем-то, не так-то легко его расположить и подогнать под размер. Вот я все это взяла на себя, и у меня получились вот такие размеры, идеально вписывающиеся. Промежуточный размер, если вам понадобится 48, 46-48, там нужно будет, девочки, лицевую гладь добавлять. Берете как по 42-44, только добавляйте петельки для лицевой гладь справа и слева. В общем-то, там сами определитесь, какое количество петель. Будет немножко с боков не очень симпатично смотреться, наверное, кайма, потому что там будет сбиваться узор. Но в принципе, этот вариант вполне приемлем. Лишние 4-5 петель, мне кажется, лицевой гладью не сыграют никакой отрицательной роли. Дальше. Про пряжу мы уже с вами все обсудили, посмотрели. Общий расход, я считаю, что будет 450-550 грамм, в зависимости от размера. Спицы я вам уже показывала 3,5. Плотность мы определяем в процессе вязания. Что такое вертикальная плотность, я буду очень внимательно рассматривать после того, как мы свяжем образец. Кому интересно, посмотрите. Описание мое, вот эти все попетельные расклады, как расположить узор, я тоже буду рассказывать в своем мастер-классе после того, как мы свяжем образец. Там мы все с вами посчитаем. И проймы, и вырез горловины, и скосы все, и так далее. Да? Поэтому ничего зачитывать с вами я не буду.
по горловине. Как обработать горловину, потому что на фотографии этого нет, да? Вот мое мнение, хорошо впишется, очень такая эстетично будет выглядеть, мне кажется, если вы возьмете спицу номер 3 и обвяжете на круговых спицах вырез горловины всего 2 рядами высоту резиночкой 1 на 1. Мне кажется, это будет мило, элегантно и ненавязчиво выглядеть. Но это мое личное мнение. Вы можете обработать вырез горловины. Хотите крючком обвяжите, столбиком без накида. Но я хочу сказать, что там широкая планка будет неуместно. Да? То есть там должно быть что-то такое легенькое. Можно платочной вязкой 2 рядочка обвязать. Да? То есть что-то такое легенькое, не бросающееся в глазах, но превращающее линию горловины в эстетичный вид. Вот так я бы сказала, да? Так, ну и давайте сейчас начнем с вами вязать образец. Вот это описание будет выложено под видео, поэтому пользуйтесь, девочки, там все будет в открытом доступе. Для вязания образца нам необходимо набрать 35 петель. Раппорт узор 16 петель. Смотрите, по схеме 8 петель будем вязать перед раппортом и 9 петель за раппортом. Ну, как бы мы будем вязать с вами 2 раппорта, но для симметрии один из раппортов делится пополам, и вот таким образом будем вязать с вами. Итак, у нас с вами первый ряд. Я уже набрала 35 петель, 2 кромочные у нас, и начинаем вязать. Первую кромочную я всегда вяжу лицевой, и затем продолжаю вязать узор. Значит, у нас сейчас будут с вами 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И накид. Это мы с вами связали 8 петель перед раппортом. Начинаем вязать раппорт на 16 петельках. Первая у нас идет лицевая, накид, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я поменяла первую и вторую петельку местами, так, чтобы у меня вторая оказалась поверх первой. И провязала все 3 вместе. Видите, у меня вторая поверх всех. Далее вяжем снова 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова накид и лицевая. Так, и вот смотрите, накид у нас относится к этому раппорту, а лицевая это уже начало следующего раппорта. Лицевая, накид, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова 2 вместе лицевой, только теперь с наклоном вправо. Для этого петельки я меняю местами, я вяжу бабушкины петли, поэтому у меня вот вторая поверх первой. Кромочную мы будем вязать изнаночной. Все четные ряды будем вязать, как смотрят петли. Накиды вяжутся изнаночными. У нас с вами третий ряд. Вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем у нас идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее идет накид, лицевая. Связали 8 петель перед раппортом. Теперь вяжем раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли.
Меняю первую, вторую петельки местами. Вторая поверх первой накидывается и вяжутся все 3 вместе одной лицевой. Далее вяжется 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая. Это был у нас раппорт, 16 петель который. И за раппортом мы вяжем 9 петель. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами, вторая поверх первая. Вяжу 2 вместе лицевой. Кромочная вяжу изнаночной. 4-й ряд вяжем, как смотрит первый. У нас с вами 5-й ряд. Вяжем первая кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки меняю местами, вторая поверх первой. Вяжу как 2 вместе лицевой. Снова накид. Связали петли перед раппортом, вяжем раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первую, вторую меняю местами. Все 3 провязываю одной лицевой. Далее 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Связали раппорт узора. За раппортом вяжем петельки. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 изнаночные и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. 7-й ряд у нас. Вяжем петли перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, влево, то есть. Затем 3 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Связали петли перед раппортом. Теперь вяжем раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали полный раппорт. За раппортом вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Вяжем 9-й ряд. 8 петель перед раппортом идут. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали 8 петель перед раппортом, вяжем раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт узора. За раппортом 9 петель вяжем.
лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная и изнаночная. Вяжем 11 ряд, 8 петель перед раппортом, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали 8 петель перед раппортом. Теперь раппорт у нас идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Вяжем лицевую, дальше 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора и за раппортом вяжем петельки, 9 петель, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Как видите, девочки, здесь как-то вот по логике вещей узор очень как бы запоминается, да? Что вправо, что влево, понятно становится. 13 ряд у нас. И мы вяжем с вами. Значит, первые 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Затем это были петли перед раппортом, вяжем раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Так, связали. Далее вяжем, это раппорт связали. Далее 9 петель за раппортом. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная и изнаночная. 15 ряд у нас все петли лицевые, вообще все. Все петли вяжем лицевые. И перед раппортом, и в самом раппорте, и после раппорта до конца ряда лицевые петли. 17 ряд. 8 петель перед раппортом вяжем. Первая идет лицевая, накид, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали 8 петель перед раппортом. Вяжем раппорт. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Сразу начинается. Далее вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Накид, лицевая, накид. И снова 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали раппорт узора. Теперь 9 петель за раппортом. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, лицевая, кромочная вяжем изнаночной. Ну а с вами 19 ряд, 8 петель перед раппортом вяжем. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это были 8 петель. Теперь начинаем раппорт вязать. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали раппорт узоры. Теперь 9 петель за раппортом у нас идут. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Пять лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и кромочная изнаночная. 21 ряд и 8 петель перед раппортом. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связали. Далее вяжем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связали раппорт узора. За раппортом вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, кромочная, изнаночная. 23 ряд. Вяжем 8 петель перед раппортом. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Затем идут 3 лицевые. 1, 2, 3. И 8 петель связали. Теперь вяжем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали. Это был раппорт узора. Теперь за раппортом вяжем с вами 3 вместе лицевой,
с выделением центральной петли. Затем 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, кромочная, изнаночная. Так, связали. 25 ряд. Вяжем. Первая у нас 8 петель перед раппортом, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, 1, 2. Связали 8 петель перед раппортом, далее вяжем раппорт. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 3 изнаночные, 1, 2. Далее вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, связали, да? Далее вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, 1, 2. Связали раппорт. За раппортом вяжем 9 петель, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. 27 ряд вяжем. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. Связали 8 петель перед раппортом. Теперь раппорт вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая. Далее вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Это уже пошел за раппортом 9 петель. Затем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. 29 ряд и 8 петель перед раппортом вяжем. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 8 петель связали, начинаем раппорт. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Связали раппорт узора. За раппортом вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
накид, 2 вместе лицевой с выделением, с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. 31 ряд, девочки, все лицевые петли, вообще все. И перед раппортом, и сам раппорт, все петельки лицевые вяжем до конца ряда. Тридцать третий ряд вяжем 33 ряд у нас с вами 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее идут 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. Были 8 петель перед раппортом. Начинаем раппорт. Лицевая, накид, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. И 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Связали раппорт узора. Теперь за раппортом 9 петель. Лицевая, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная и изнаночная. 35 ряд. Вяжем 8 петель перед раппортом. Значит, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая. Далее вяжем раппорт. 2 лицевые, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая. Это был раппорт узора. За раппортом вяжем 2 лицевые. 1, 2, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная и изнаночная. 37 ряд. Вяжем 8 петель перед раппортом. Первые 2 петли у нас 2 вместе лицевой. Далее 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые. Связали петлики перед раппортом. За раппортом 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. И 4 опять изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые. Раппорт связали узора. За раппортом 9 петель вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная и изнаночная. 39 ряд. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Накид, 3 лицевые. Связали. За раппортом, это был перед раппортом, теперь вяжем раппорт. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, снова 4 лицевые. 1, 2, 3. И 3 вместе лицевой
с выделением центральной петли. И опять 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. И опять 3 лицевые. 1, 2, 3. Это был раппорт. За раппортом 9 петель, 4 лицевые, накид, 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. 41 ряд у нас с вами. Вяжем 8 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем раппорт узора. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 изнаночные. Далее вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 2 изнаночные, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. За раппортом вяжем. Это был раппорт узора. За раппортом 9 петель вяжем. Это 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 изнаночные и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. 43 ряд у нас. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали 8 петель перед раппортом. Теперь вяжем раппорт. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали. Был раппорт. Теперь за раппортом 9 петель. Снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. У нас с вами 45 ряд. Вяжем 8 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее вяжется раппорт. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали раппорт узора. За раппортом вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. 46 ряд вяжем, как смотрят петельки. Мы с вами завершили раппорт узора нашей красивой каймы. Сейчас я провяжу, значит, сколько-то сантиметров высоту просто лицевой гладью, которая у нас будет в основном вязаться все изделие, да, кайма ведь только по низу идет. А затем мы сделаем с вами влажную тепловую обработку и будем измерять, считать плотность вязания. Итак, делаем влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром. Давайте потянем.
его в разные стороны энергично. После того, как наш образец высохнет, он примет ту самую форму, которая ему будет присуща во время носки. Так, ну все, отлично. Теперь пусть сохнет. Сейчас будем с вами измерять ширину и высоту нашего образца. Итак, ширина. С кромочными вместе будем измерять. Так, выпрямляем. Ширина у меня получилась, девочки, 19 сантиметров. Это лицевая гладь. И наш ажурный узор, я думаю, будет такую же иметь ширину. Да, 19 также. Ну, изогнулись. Вот 19, да? 35 петель мы набирали. Сейчас 35 поделим на 19 сантиметров. Получим 1,8. 84 сотых, да, 1,8, наверное, оставим. Давайте так напишем: в 1 сантиметре 1,8 петель. Теперь по поводу вертикальной плотности. Будем измерять с вами высоту нашего образца. У нас неровный край, как вы видите, да? Поэтому мы будем измерять. Общая высота у нас будет вместе с лицевой гладью, да, то есть будет такая сборная у нас, сборный расчет вместе с каймой и лицевой гладью. Давайте померяем. Вначале самая длинная часть — это 24,5, и вот самая поменьшая часть — это будет 23. А сейчас посчитаем. Ну, похоже, это будет у нас 23,75, да? Ну, давайте сделаем 23,5 или 24 даже можно сделать, 24 сантиметра. Давайте запишем. 24 сантиметра. И сейчас я скажу, сколько рядов. Итак, 54 ряда и 24 сантиметра. 54 делим на 24. Получаем 2,25 ряда в 1 сантиметре. Так и запишем. В 1 сантиметре 2,25 ряда умещается. 2,25 ряда. Итак, эти цифры нам очень сейчас понадобятся в расчетах. Сейчас мы воспользуемся выкрой. Вот такую выкроечку я, значит, сделала для данной модели. Классический вариант с окатом рукава, да. И, в общем-то, начинаем мы всегда с того, что надо нам определиться с вами, сколько петелечек у нас по спинке, по переду набирается, и распределить узоры, чтобы симметрично, хорошо раппорты легли целиком. Итак, смотрите, у нас будет, значит, 42-44 размер, первый вариант, и второй вариант для 50-52 размера, шириной спинки 56 сантиметров. Никаких приталиваний у меня нет, как видите, прямое полотно идет, да? И давайте с вами, в общем-то, посчитаем. Вот смотрите, у нас 23 — это 46 сантиметров ширина переда и спинки для первого размера. 46 мы умножаем на нашу плотность, которую мы с вами считали. Помните, да, записывали по горизонтали. В 1 сантиметре 1,8 петель. Вот я умножаю 46 на 1,8. Получается 83 петли, девочки, округляем сразу. Так, записали. Второй размерчик, как я уже говорил, 56 сантиметров. Также умножаем на 1,8. У нас получается 101 петля, да, 101 петля. Ну, 100 петель, в общем, запишем как черновой вариант. А сейчас будем распределять петельки, да. 83 петли для первого размера поделим на число петель в раппорте 16. Получим 5 целиком, 5 целое число 5. Это 5 раппортов у нас умещается.
5 на 16 это будет 80 петель, а нам надо 83. Вы видели, что в узоре мы всегда добавляли, когда вязали образец, одну петлю для симметрии у нас была вот с левой стороны, да? То есть вместо 8, как с правой стороны, у нас было 9. Поэтому 16 плюс 1, естественно, для симметрии мы тоже здесь прибавим плюс 1 и 2 кромочные плюс 2. Получим 83 петли. Вот наши 83 петли идеально вписались, да, в этот размер. Так, 83 петли так и оставляем. Второй размер 100 делим на 16 петель в раппорте. Получаем целое число 6. 6 раппортов по 16 петель. Это будет 96 петель. Всего задействовано, девочки. Надо добавить нам одну петлю для симметрии и 2 петли кромочные. Итого получим 99 петель. То есть не 100 и не 101, девочки, а 99 петель. Я думаю, что 2 петли ничего особого такого грандиозного не решают, да? И мы можем себе позволить их немножечко убрать. Если для вас принципиально их наличие, оставляйте. Просто включите их как лицевые петельки. Справа и слева, с двух сторон. И когда будете вязать узор, не забывайте о том, что они у вас крайне правая и крайне левая. Это лицевые петельки, которые вы добавили. Так, с этим мы разобрались. Теперь опять смотрим на выкройку. Давайте посчитаем, сколько петелек у нас придется на вырез горловины, на плечо и на пройму. Ну, давайте с проймы начнем. Глубина проймы у нас по схеме 5 сантиметров. Умножаем на плотность 1,8. 5 умножить на 1,8. Получим 9 петель, девочки. Я уже записала. Вот 9 петель пройма. Теперь вырез горловины. Смотрите, у нас стоят половинчатые размер 9 и 11. То есть 18 сантиметров. Умножить на плотность 1,8. Получим 32 петли. Но поскольку у нас будет использовать с вами нечетное число 83, надо взять 33 петли. Сразу вас предупреждаю и говорю об этом. Это очень важный пунктик, надо запоминать. 33 петли на вырез горловины у нас. А второй размерчик у нас идет 22 сантиметра на 1,8. Будет 39. Вот 39 мы оставим. Ничего мы до 40 округлять не станем. 39 петель оставим по вырезу горловины. Так, теперь и плечо. Давайте посчитаем, сколько же у нас на плечо остается петель. Для этого я из вот нашего общего числа петель буду последовательно вычитать вырез горловины, пройму, и то, что останется, это будет плечи. 83 мы отнимем 33 горловина и 18 петель 2 проймы. Будет 32 петли. Осталось на плечике. У нас их 2 плеча по 16 петель на каждое плечо. Отлично. Второй размер. 99 петель мы отнимаем с вами вырез горловины 39. Отнимаем 2 проймы по 18. 42 петли у нас на 2 плеча. Делим на 2. Получается на каждое плечо 21 петля. Отлично. Я это уже все записала. Так, и давайте сейчас перейдем уже к рукаву. Смотрите, по низу рукава у нас идет 14 сантиметров. Здесь у нас идет с вами наша красивая кайма, да, и мы с вами считаем для нее также петли, распределяем. Итак, это половинчатый размер 14, то есть это 28 петель, 28 сантиметров по низу умножить на плотность 1,8, это будет вот такое число 50. Сразу говорю, должно быть нечетное число. Вы помните, мы одну петлю добавляем для симметрии, да? То есть 51 поделим на 16 петель, число петель в раппорте, будет 3 раппорта у нас. 3 умножить на 16, это будет 48 петель. Прибавить 1 петля для симметрии и прибавить 2 кромочные. Итого 51 петля, которая нам как раз и была нужна по низу. Вот мы вяжем с вами нашу красивую кайму. И на 46
рядов у нас, да, кайма. 46 рядов связали, и с 47 ряда переходим на лицевую гладь. И вот с лицевой глади у нас будет идти скос. Видите, прибавочки небольшие. Сейчас мы посчитаем, сколько петелек у нас будет в самой широкой части рукава, когда мы начнем уже формировать окат от этой точки. Вот. Посмотрите, по схеме эта величина обозначает 30,5 сантиметров. То есть от каймы до оката 30,5 сантиметров. Переведем эту величину в ряды. Для этого воспользуемся нашей вертикальной плотностью. Мы ее тоже определяли. Помните, я писала в 1 сантиметре 2,25 ряда. Итак, значит, мы с вами умножаем 30,5 сантиметров на 2,25 плотность. Получаем с вами 68 рядов. Ну, 69, ну, 68 рядов, скажем так. Так, и записала я это. А теперь определяем петли. Сколько у нас будет петель в самой широкой части рукава. Для этого вот эти величины я умножу на 2 и на нашу плотность по горизонтали. 17,5 умножить на 2, половинчатый размер, и на 1,8. Будет 63 петли. Я это уже записала. Второй размер 20 на 2 и на 1,8 плотность. 72 петли. Я уже говорила, что надо, чтобы было нечетное число, поэтому я написала 73 петли, девочки. Хотите, напишите 71 петля. Это не принципиально. И теперь мы должны определить, сколько же нам петель вот от этой точки прибавлять всего. Помним, что здесь у нас по низу идет 51 петля, в узоре участвовала, а здесь надо довести до 63 и второй размер 73 петель. Значит, из большего числа 63 отнимем 51 по низу. Будет 12 петель. Всего надо прибавить. У нас 2 скоса, то есть нам надо равномерно прибавлять. Делим на 2 и получаем по 6 петель. Справа и слева должны одновременно равномерно прибавить по одной петле. Для того, чтобы узнать, через какое расстояние нам делать эти прибавки, а оно должно быть равномерное, да, как я уже говорила, мы с вами воспользуемся вот именно вот этим количеством рядов. Вот мы с вами определяли 68 рядов, помните? Так вот, на высоте 68 рядов нам надо 6 петель прибавить. Для этого 68 я поделю на 6. 68 поделить на 6, то есть прибавки у нас будут идти приблизительно в каждом 11 ряду, девочки. Вот так. Так, второй размерчик 73 мы отнимем с вами 51 петлю по низу, будет 22 петли всего будет прибавляться. У нас 2 скоса на 2 делим, будет по 11 петель справа и слева будет прибавляться. И также на высоте 68 рядов мы поделим на 11 петель, которые будут прибавляться. И скажу я вам, это прибавки будут идти в каждом 6 ряду. Видите? Вот приблизительно в каждом 6 ряду. И вот когда мы с вами все эти прибавки сделаем, у нас должно на спицах оказаться 63 петли для первого размера, 73 петли для второго размера. И мы начинаем формировать окат рукава, который я всегда рекомендую, значит, формировать по выкройке в натуральную величину, либо воспользоваться расчетами. Ссылочку я выложу под видео для вашего удобства, как это делать в теории. Да? Либо вы как-то по наитию из своего опыта можете сделать эти убавочки, эти закрывания этих петель оката самостоятельно. Я это не рассчитываю в своих вот в этих уроках, видеоуроках. Так, и про вертикальную плотность мы уже с вами соприкоснулись. Для чего она нужна, вы, наверное, уже поняли, чтобы после стирки изделие не вытянулось и не стало более длинным, чем мы хотели бы. Правильно? Вы же видели, как вытягивается сильно образец узора. Поэтому обязательно руководствуйтесь рядами, девочки. То есть, вот смотрите, у меня стоит длина рукава 60 сантиметров. Я перевела это также в ряды, да, и буду этой величины придерживаться. 60 я умножу на 2, 25. Это плотность по вертикали. И получу 135 рядов. Вот. То есть, последние петли
у рукава мы должны закрыть на высоте 135 рядов. Пожалуйста, это учитывайте. То же самое касается и нашего с вами изделия. Вот спереди и спинки. Да? Здесь также обязательно руководствуйтесь рядами. То есть от низа нашего переда и спинки до проймы рукава, к примеру, вот стоят мерочки 38,5 и для второго размера 36 сантиметров. Да? Мы это все дело переводим также в ряды, девочки. И когда вяжем, говорим, что пройму мы будем закрывать на высоте 86 рядов. Обязательно, да? Также для второго размера посчитайте 36 умножить на плотность по вертикали 2,25, у вас получится какое-то число. Ну, я сейчас здесь не стала это писать, у меня в описании эти цифры будут, которые я выложу под видео, поэтому воспользуйтесь этой информацией. Так, тоже касается скоса плеча, там я тоже распределяю петельки, здесь не затрагивает вопрос. Также не затрагиваю я вопрос, как мы от низа изделия до выреза горловины, сколько рядов. Также считаем по вертикальной плотности, переводим этот параметр в ряды обязательно и вяжем рядами, руководствуемся. Не забываем про то, что у нас вот так где-то идет наша планка, кайма наша красивая, да? Кайма у нас 46 рядов занимает. И после этого мы переходим на лицевую гладь. И перед и спинка у нас вяжется одинаково, кроме выреза горловины. И, в общем-то, лицевой гладью, да, так же, как и рукав. Только по низу идет у нас красивая кайма. И здесь тоже лицевая гладь. Все это будет у меня в описании указано. Не забывайте об этом. Смотрите под видео мое описание. Но хочу вас предупредить, обязательно ставьте свои индивидуальные мерки на всем этом, на всей этой выкройке. Обязательно сделайте свои личные мерки, потому что люди часто склонны заблуждаться в своих размерах, да, и, в общем-то, обязательно учитывайте свои мерки. Слепо не доверяйте вот этим каким-то стандартным цифрам, да. То есть у нас с вами разный рост, то есть тут и длина рукава будет другая, возможно, у кого-то, и изделие будет само по высоте тоже другое. То есть это обязательно надо принимать во внимание. Мои хорошие, я желаю вам удачи и до новых встреч!